Привет всем! Сегодня поговорим о ключах в Spine. Анимация в Spine осуществляется путем установки ключей на временной шкале. Ключи определяют начальное и конечное время, а также значение переходу между ключами. Для любого времени между ключами значение интерполируется. Это значит, что в любом промежутке между двумя ключами на таймлайне вычисляется промежуточное значение ключа. На примере это выглядит так. Давайте выберем кость, зададим в нулевом кадре ключ перемещения, просто выставим его, перейдем в 10-й кадр и переместим нашего персонажа по оси Y вниз. Таким образом, интерполяция означает, что с 1 по 9 кадр у нас будут просчитаны промежуточные ключи. То есть мы будем видеть изменения, постепенное изменение с каждым ключом. Если бы этого не происходило, то анимация выглядела бы следующим образом. С 0 по 9 кадр у нас ничего не происходит. Вот я перемещаюсь с 0 по 9 кадр. А на 10 кадре у нас персонаж быстро перескакивал бы в ту позицию, в которую мы его переместили. И чтобы заставить персонажа двигаться плавно с каждым кадром, нам пришлось бы выставлять ключ для каждого кадра. Сейчас я сделаю это быстро, но на самом деле это делается немножко не так. И с каждым кадром у нас персонаж перемещался бы на определенную величину, чтобы в итоге достигнуть того значения, которое мы установили в 10 кадре. Но так как у нас есть интерполяция, в этом нет необходимости. Spine просчитывает это автоматически. Чтобы начать выставлять ключи в анимации, нужно перейти в режим анимации и выбрать анимацию, в которой мы будем работать, либо создать эту анимацию. Выбрать анимацию можно в структуре скелета в разделе анимации. Если мы перейдем в раздел анимации, мы увидим здесь анимацию. При создании нового скелета автоматически создается новая анимация под названием Animation. Вот она у нас и создалась. Также создать новую анимацию можно, нажав на кнопку «Новая анимация». Называем нашу анимацию, поставим единичку, и теперь у нас есть новая анимация с названием 1, и она активна, мы в ней можем сразу работать. Если у вас много анимаций и вы хотите как-то их структурировать, то можно переместить анимацию в папки. Чтобы создать папку, выделите анимацию, вот мы ее выделили, и нажмите «Новая папка». Называем эту папку тоже давайте 1 назовем. И вот теперь у нас анимация находится в папке 1. Также мы можем предыдущую анимацию другую переместить в эту папку. И теперь у нас все анимации находятся в папке. Также эти все анимации мы можем и убрать из этой папки и переместить в раздел анимации. В режиме анимации поза скелета определяется текущей позицией на временной шкале и ключами анимации. Временная шкала отображается в виде допшита, вот мы сейчас в нем находимся, а также в виде графика. Также временная шкала может отображаться в виде самостоятельной временной шкалы. Я на самом деле не знаю, зачем она нужна, никогда ей не пользовался, вот она здесь есть. И это просто временная шкала, по которой мы можем перемещаться. Такая же временная шкала, как и здесь, но, видимо, задумано что-то иное. Я никогда ей не пользовался, поэтому я ее закрываю. А также есть временная шкала для звука. Ее мы рассмотрим позже. После установки ключей они появляются на временной шкале. Оранжевые ромбики на временной шкале указывают, какие кадры имеют хотя бы один ключ. Вот здесь мы видим, что нулевой кадр имеет один ключ и 10-й кадр имеет хотя бы один ключ. Если мы поставим, допустим, в 5-м кадре какой-либо ключ, то мы увидим, здесь также появился ромбик. Оранжевая вертикальная линия, вот здесь она находится, отмечает ключ с последним кадром, который определяет продолжительность анимации. Аналогично перемещению во вьюпорте, перетаскивание правой кнопкой мыши перетаскивает временную шкалу влево и вправо, и вверх и вниз. Вот давайте мы выделим все кости и сможем перетаскивать их. Сейчас я сожму немножко. И сможем перетаскивать их и вверх, и вниз, и влево, и вправо. Прокрутка колесика мыши по временной шкале увеличивает или уменьшает ее масштаб. Ползунок масштабирования в левом нижнем углу также показывает текущий масштаб нашей временной шкалы. Справа от ползунка масштабирования находится кнопка Zoom Case, которая масштабирует таймлайн так, чтобы были видны все ключи. Положение временной шкалы обозначается голубой вертикальной линией. Перемещая эту линию, мы определяем, в каком кадре будем работать. Перемещать ее можно просто перетаскиванием по кадрам, по таймлайну, либо нажатием левой клавиши мыши на таймлайне. Таким образом, мы можем быстро увидеть, как меняется поза скелета с течением времени. Если мы будем удерживать клавишу Shift и перемещаться, то мы увидим, что теперь интерполяция проходит и между кадрами. То есть мы можем перемещаться и смотреть, как происходит анимация между кадрами. Если клавиша Shift не зажата, то мы перемещаемся только по кадрам. Если включена опция зацикливания анимации и временная шкала прокручивается за последний кадр, то позиция вернется к первому кадру. Вот здесь вы видите, мышь идет дальше, а позиция временной шкалы возвращается к нулевому кадру. Это позволяет зацикленно просматривать анимации, что в принципе очень удобно. Если вы хотите избежать зацикливания, то либо начинайте скраббинг, так, к слову, называется перемещение по временной шкале, после последнего кадра. То есть в данном случае с 11 кадра мы нажимаем и перемещаемся по временной шкале. Вы видите, наша позиция временной шкалы не возвращается в нулевое положение, в нулевой кадр. Либо отключите зацикливание. В таком случае перемещение по таймлайну не будет ограничено длиной анимации. И вы сможете перемещаться по таймлайну столько, сколько захотите. Как вы понимаете, временная шкала разделена на единицы времени, называемыми кадрами. Кадры позволяют выбрать конкретную позицию во времени и установить несколько ключей в одно и то же время. Допустим, на 5-м кадре мы выставим несколько ключей для разных инструментов. Это у нас будет поворот, скейл, перемещение у нас есть, наклон. И вот вы видите, все они обозначены цветами. В принципе, эти цвета соответствуют цветам иконок инструмента. То есть, таким образом, вы сможете быстро понимать, что у вас здесь изменено, каким инструментом вы работали. По умолчанию временная шкала использует 30 кадров в секунду, но этот параметр можно изменить в режиме просмотра. Давайте перейдем в наш режим просмотра.
и увидим, что у нас таймлайн FPS выставлен на значение 30. Если мы выставим его на значение 60 кадров в секунду, то наша анимация, данная анимация, будет проигрываться в 2 раза быстрее. Если между двумя временными позициями в каком-либо кадре вам нужно автоматически выставить все дополнительные ключи интерполяции для объекта, вы можете нажать на кнопку Key Shown. И таким образом в данном кадре будет установлен ключ для всех используемых трансформаций в этом промежутке. То же самое работает и для группы костей. Давайте выделим все кости, выберем инструмент поворот, выставим первый ключ, а в 10 кадре немножко изменим все и выставим какой-либо произвольный ключ. И мы видим, что у нас сейчас работает интерполяция, и наш скелет поворачивается туда, куда мы его повернули. Так вот, чтобы выставить, допустим, в 5 кадре все ключи для всех костей одновременно, которые вот у нас инструменты есть задействованы, мы нажимаем эту кнопку. Таким образом, он выставляет нужные ключи. Это значит, что в результате обработки всех свойств, у которых уже есть ключи, а в данном случае у нас есть ключи на поворот, получаются ключи, определяющие текущую позу в 5 кадре. Это очень удобно, так как эти ключи можно перенести на другой кадр, чтобы получить там ту же позу. Сейчас мы рассмотрим все разделы, где можно выставлять ключи. Уже известные нам инструменты трансформации. Это поворот, перемещение, скейл и наклон. Если мы выберем кость или группу костей, мы увидим, что у нас появились зеленые значки с ключами. И зеленый значок означает, что в данном кадре у нас не выставлен ни один ключ для этого инструмента. Оранжевый значок означает, что у инструмента было изменение, но ключ не выставлен. То есть, если я выключу функцию AutoKey и поверну нашего персонажа, то вы увидите, что у него изменился значок с зеленого на оранжевый. А ключа у нас не появилось. Поэтому нам нужно после какого-либо действия, после трансформации, нажать на ключ, на значок ключа, чтобы выставить этот ключ в таймлайне, таким образом зафиксировав эту позицию в этом времени. Если мы не выставим ключ, давайте повернем, оранжевый, не выставляем ключ, переходим в другой кадр, и у нас сбиваются все настройки, которые мы сделали до этого. Поэтому рекомендую использовать AutoKey. В дальнейшем я буду подразумевать, что он всегда включен. И переходим к красному значку. После поворота, как вы видите, значок у нас всегда становится красным при включенном AutoKey. Это означает, что наша трансформация зафиксирована в ключе. Также, в отличие от других типов ключей, значения ключей для трансформации костей хранятся относительно сетап-позы. То есть, если я сейчас удалю наш первый ключ, то скелет будет установлен в сетап-позу, которую мы выставили в режиме сетап. При изменении сетап-позы будут изменяться и трансформации костей в анимационных позах. Допустим, вы выставили кость головы персонажа в сетап-моде в таких координатах. Теперь в режиме анимации мы видим, что положение головы сохранилось. Давайте сделаем какую-нибудь анимацию головы. В данном случае поворот. Повернем в первом кадре ее немножко сюда. В 20 кадре повернем сюда. И в 40 кадре мы скопируем первый кадр и переместим его в 40. Таким образом, перемещаясь по таймлайну, мы видим, что у нас зацикливается анимация, если включить зацикливание. Теперь мы решили, что нужно поменять положение головы в сетап-позе. Переходим в сетап и давайте переместим нашу голову куда-нибудь вот сюда. Но у нас уже есть анимация этого объекта. И теперь возвращаемся в режим анимации и видим, что наша голова переместилась в новое место. И теперь она поворачивается в том месте, в котором мы ее установили. То есть любые изменения в сетап-позе будут влиять на вашу анимацию. Итак, с ключами для трансформации мы разобрались. Давайте поговорим о ключах для вложений. Чтобы установить ключ для вложения, нужно щелкнуть на значке видимости в виде скрепки. Вот у нас есть, допустим, рука. А вот рядом с ней вы видите значок в виде скрепки. Если нажать на этот значок, то наша скрепка исчезнет, так как до этого рука была включена. То есть вложение руки с изображением руки было включено. Поэтому мы его выключили. И возле слота появился значок ключа красного. Это значит, что в этом кадре был установлен ключ, который определяет видимость данного вложения. Если мы сейчас нажмем на кость нашей руки, то мы увидим, что ключ для вложения был выставлен. И он такого темно-серого цвета. Если мы снова нажмем, давайте перейдем на 5 кадр, и снова нажмем на вот эту скрепку, таким образом включив ее, то мы увидим, что у нас на таймлайне также появился ключ светло-серого цвета. Это отличает его от выключенного ключа. Таким образом, мы можем различить включенное вложение и выключенное вложение. Если мы перейдем в 10 кадр и снова выключим руку, то мы увидим такую анимацию. Включается и выключается рука постоянно. Давайте удалим эти кадры. При удалении всех кадров восстанавливается позиция данного элемента из сетап-позы. То есть, если в сетап-позе наша рука была включена, то она при удалении всех кадров видимости будет включена. Если мы в сетап-позе отключим эту руку изначально, перейдем в режим анимации и включим нашу руку, она будет также видна, но при удалении этого кадра она станет не видна. Ключи можно выставлять и для слотов. Чтобы задать цвет слота, нажимаем на кнопку ключа рядом с кнопкой Color в свойствах слота. По умолчанию каждый цветовой ключ для слота задает и цвет RGB, и альфу. Это достаточно для многих анимаций и позволяет сократить количество ключей, отображаемых в Dopshot и на графике. Для анимации, которые в этом нуждаются, цвет и альфа могут быть заданы отдельно, если установить значок альфа для слота в свойствах дерева. О нем мы уже говорили в прошлых уроках. После разделения можно выставлять ключи раздельно и для цвета вот в этом ключе, и для альфы вот в этом ключе.
То есть, если мы выставим альфу здесь в 0, то вы увидите, что в Doubsheets на таймлайне у нас появилось два значения RGB и альфа. И там есть ключ. Это означает, что мы разделили наше значение цвета на цвет и на альфу. Если выключить этот чекбокс, у нас исчезнет ключ для альфы, и у нас появится значение RGBA, что означает, что в это значение включено и цвет, и альфа. Также ключ можно выставить для порядка отрисовки, называемым Draw Order. Он находится напротив раздела Draw Order. Вот вы видите здесь зеленый ключ. Устанавливая данный ключ, можно менять отрисовку порядка объектов в зависимости от времени. Например, давайте сделаем так, чтобы наш персонаж сначала закидывал руку за голову, а потом перед собой. Для этого сначала анимируем поворот руки. Вот у нас выделяем кости. Выставляем им ключи поворота в нулевом кадре. И давайте в 20 кадре повернем руку вот так. В 40 кадре мы вернем наше значение нулевого кадра, чтобы у нас зациклилась анимация. Таким образом, к 40 кадру анимация вернется к значениям нулевого кадра. Теперь выделяем всю нашу анимацию, все ключи, копируем ее. И в 40 кадре переносим наше значение временной шкалы в 40 кадр и вставляем данную анимацию. Таким образом мы продублировали анимацию. И у нас сейчас получается два цикла поворота. После этого в 40 кадре переходим в Draw Order. Открываем его. Находим нашу руку. Вот она. Раз, два, оружие и три. И перемещаем ее за голову. Вот наша голова находится. Но также мы переместим нашу рубашку перед рукой. А оружие переместим перед рубашкой. Теперь переходим на таймлайн и смотрим, что у нас получилось. Анимация сначала за голову, потом перед головой. Вы видите. Таким образом работают ключи в Draw Order. И вы здесь видите, когда мы перемещаемся на 40-й кадр, в самом Draw Order мы видим значки перемещения, что у нас 3 слота переместились вверх, стрелочка вверх. Мы можем их переместить вниз. Вот давайте, допустим, нашу голову, вот наша голова, переместим вниз, и вы видите, что у нее появилась красная стрелочка вниз. Это значит, что этот слот был опущен в иерархии. Также ключи можно выставлять и для ивентов, но этот инструмент мы рассмотрим позже. Можно устанавливать ключи и для деформации вертексов меша. Для этого нам нужно выделить какое-то изображение, перевести данное изображение в сетапе в меш, настроить данный меш как нам необходимо. И далее в режиме анимации мы можем выделить любой вертекс и переместить его куда нам необходимо. И таким образом мы выставим ключ деформации. Вот здесь появился новая иконка меша, написано Deform, и то, что мы деформируем. И в каком кадре мы это делаем. То есть до 40 кадра у нас не было никакой деформации. И видите, в 40 кадре наши вертексы разошлись в те позиции, которые мы выставили. Если в первом кадре, допустим, мы также выставим значение деформации, то изменение деформации будет постепенное. Как вы видите, вот она как меняется. То же самое можно делать и с путями. Это тоже такой вид вложения, о нем мы также будем разговаривать позже. Вот я здесь подготовил определенный путь. Давайте я уберу видимость костей. Вот вы видите, это оранжевый, это наш путь, который я подготовил. Мы его можем выбрать. И вы видите, что у нас присутствует здесь несколько точек, которые можно поворачивать. Это те же вертексы, только они находятся сейчас вместе с тангентами, которые можно вращать также. И таким образом, если мы переместимся в какой-либо кадр и изменим положение данного вертекса, то с течением времени к этому кадру наше положение путей будет меняться. По такому же принципу работают и баундинг-боксы, это вот этот зеленый прямоугольник, а также маски для наших объектов. Давайте включим видимость маски. Мы ее включили, у нас появился ключ видимости. И теперь выставим первый ключ в нулевом кадре. Допустим, мы выставим ключ, и у нас появился ключ, который означает, что маска деформирована. Переходим в 40-й кадр и изменяем положение нашей маски. Давайте сделаем вот так. Теперь с течением времени от нулевого до 40-го кадра наша маска будет постепенно приближаться к той позиции, на которой мы ее выставили, так как мы деформировали ее. Таким образом можно анимировать трансформацию даже масок. Теперь поговорим про ключи для ограничителей. Давайте удалим все ключи ненужные, которые у нас есть. В спане есть три вида ограничителей. Это ИК-ограничитель, ограничитель трансформации и ограничитель пути. Все вы можете найти в Setup-моде, если выберете любую кость и нажмете New. Вот все эти ограничители. Они называются констрейнты, ИК, ограничитель пути и ограничитель трансформации. Я уже их настроил немножко. Как их настраивать и вообще зачем они нужны, мы поговорим потом. Сейчас мы поговорим, как выставлять ключи для этих ограничителей. Переходим в режим анимации и поговорим про ИК-ограничитель. Чтобы задать ключ для ИК-констрейнта, нужно нажать на кнопку «Ключ» рядом с этим ИК-констрейнтом. Найти констрейнты можно в графе с констрейнтами. Вот здесь у нас находится 4 констрейнта, 2 ИК, 1 pass constraint и 1 transform constraint. И так как мы выделили ИК constraint и нажали ключ рядом с ним, мы увидели, что на таймлайне был выставлен данный ключ. А в свойствах данного констрейнта мы видим те опции, которые были записаны в данный ключ. То есть это у нас опция изгиба, позиция изгиба либо позитивная, либо если мы отключим галочку, это будет негативный изгиб. Опция растяжения, опция softness и опция mix. Если мы поменяем эти значения и давайте переместим наш ключ в 10 кадр,
то в нулевом кадре мы увидим, что все значения вернулись на дефолтные. А в 10 кадре мы видим все новые значения, которые мы выставили. Переходим к следующему констрейнту. Это Transform Constraint. Выделив его, мы также можем нажать на кнопку записи ключа. У нас появится наш ключ. И этот ключ записывает все положения вот этой графы. То есть все, что мы можем здесь изменить, запишется в один ключ. А изменить мы можем следующее. Следование rotate, следование перемещений по x и y, scale по x и y, а также наклону по y. Никакие другие значения здесь больше не ключуются. Все они настраиваются в setup моде. И последний ограничитель — это ограничитель пути, pass constraint. В данном констрейнте можно выставлять несколько ключей, а именно 3 ключа для спейсинга, для позиции, а также для микса. То есть вся вот эта группа определяется одним ключом. Мы можем выставить один ключ. Вы видите, что у нас здесь выставился pass mix. Также можем выставить ключ позиции. Мы увидим, что выставился ключ position, pass position. А также ключ спейсинга, который также отобразится в Docshits. Таким образом, сейчас вы узнали все инструменты, в которых можно выставлять ключи. Их на самом деле не так много, и цвет ключей для каждого инструмента отличается. И в принципе, когда вы смотрите на ваш таймлайн, где вы видите очень много ключей, вы интуитивно понимаете, что это за ключи. Для работы с ключами в панелях Docshit и график предусмотрены кнопки на панели инструментов. Давайте их рассмотрим слева направо. Это кнопка «Копировать». Копирует выделенный ключ в буфер обмена. Также можно скопировать с помощью комбинации клавиш Ctrl-C. Далее у нас идет кнопка «Вырезать». Она копирует ключ и удаляет его. Если мы нажмем эту кнопку, вы видите, что ключ удалился, и здесь мы можем вставить этот ключ, и это будет один и тот же ключ. Для этой кнопки также существует хоткей, это Ctrl-X. Далее у нас кнопка Delete, эта кнопка удаляет ключ. Также ключ можно удалить с двойным нажатием на данный ключ. И последняя кнопка — это «Вставить». Клавиатурное сокращение Ctrl-V. То есть, в принципе, здесь работает система Ctrl-C, Ctrl-V. Переходим дальше. Кнопка Shift означает сдвиг. Если мы нажмем эту кнопку и выделим какой-либо кадр, давайте выделим кадр 20, и просто переместим его куда-нибудь, то все кадры, которые находятся за 20 кадром у этой кости, будут перемещены вместе с этим кадром, который вы перемещаете. Мы видим вот этот кадр, тоже перемещаем, и вы видите, что все кадры перемещаются. Также вы можете не включать эту кнопку, а просто зажать Alt на клавиатуре и делать то же самое. Далее у нас идет кнопка Offset. Кнопка смещения используется для перемещения ключей в зацикленной анимации. При этом ключи возвращаются к началу, если они проходят мимо конца анимации. Что это значит? То есть наш 20 кадр, допустим, мы включили кнопку Offset. Так как у нас первый и последний кадр обязаны быть одинаковыми, только в таком случае будет работать эта функция, то при перемещении, а у нас сейчас они одинаковые, то при перемещении 20 кадра вы видите, что вместе с ним перемещается и первый кадр. И когда мы доходим до 40 кадра, то наш перемещаемый кадр перемещается в нулевой. Таким образом, мы крутим анимацию как бы по кругу, просто сдвигая начальный кадр. То есть, если вы хотите, чтобы начальным кадром вашей анимации был наклон не влево, а вправо, как в 20 кадре, то вы просто-напросто перемещаете 20 кадр в нулевой. И таким образом, анимация уже начинается у вас как бы с 20 кадра. Но по факту вы этот 20 кадр переместили в нулевой кадр. Смещение можно также активировать, нажав сочетание клавиш Ctrl-Alt. И это будет то же самое, что нажать кнопку. Далее у нас по очереди кнопка Adjust. Активировав ее, можно выделить несколько ключей и сделать групповую коррекцию трансформации. Например, мы хотим, чтобы наша голова также вращалась, но теперь вверх-вниз. Что мы делаем? Мы выделяем все ключи и просто поворачиваем нашу голову в нужную сторону. Теперь при запуске анимации вы видите, что наши ключи сохранились. Трансформация между ними также сохранилась, но мы сделали корректировку этой трансформации. Давайте вернемся назад. Если у вас в анимации много ненужных ключей и вы хотите их удалить, допустим, вы делали блокинг. Вот я сейчас выделю наши кости и выставлю несколько ключей для этих костей. Как вы видите, на таймлайне у нас присутствует куча ключей. И сейчас у нас анимация присутствует только на ключах для кости голова. Все остальные ключи бесполезны. Это можно понять потому, что между ключами нет никакой связи. Как вы видите, если есть изменения между близлежащими ключами, то они будут связаны между собой либо прямой линией, либо немножко изогнутой к концам линией, вот такой, либо прерывистой линией. Так как у нас между ключами вот здесь в этой области пусто, значит никаких изменений нету для этих ключей. И чтобы не удалять эти пустые ключи вручную, есть функция Cleanup. Чтобы ее найти, мы переходим в анимации, выделяем нужную анимацию, и мы видим здесь кнопку Cleanup. Если мы нажмем эту кнопку, то все ненужные ключи удалятся. Останутся только ключи, которые отличны от позы Setup. То есть наш скелет в этих ключах отличается своим положением и трансформацией от Setup позы. На самом деле очень полезная функция. У меня бывали случаи, когда в анимациях было по 40 тысяч ключей, и данная функция, я помню, тогда у меня удаляла порядка 15 тысяч ключей пустых. Ну что ж, на сегодня на этом все. В следующем уроке мы непосредственно поговорим про анимацию в Spine. Всем пока!